Друзья, всем огромный привет! Сегодня попробуем с вами сделать отличный клеющий состав на основе анальгина. Ну, может быть, лучше был аспирин, я не знаю. Мне это подсказал мой друг, а ему его друг сантехник. Говорят, даже склеивает трубы под давлением. Ну, надеюсь, склеивают не те трубы, которые у нас под давлением, отопление и водопровод. Ну, да, в общем, мы сейчас с вами проверим. Для этого нам понадобится половиночка таблетки, а вторая половинка от головы. Вот так убираем. Стелим что-нибудь твердое, в моем случае это кафельная плитка с оборотной стороны. Теперь нашу таблетку необходимо растолочь. Делаю это при помощи молотка, и это делается прям совершенно просто. Теперь возьмем с вами электрод. В моем случае это рутиловый. Нам нужна будет вот эта вот обмазка. Отламываем ее. И также ее утрамбовываем. Мы с вами это средство сделаем и проверим его даже при помощи весов, насколько будет килограмм усилия выдерживать. Так, ну нам надо 1 к 2 смешать, то есть 2 части у нас будет обмазки и 1 часть у нас будет нашей таблетки. И все это хорошенько перемешиваем. Этот состав мы из таблетки тоже попробуем. Может быть, она там совершенно не нужна. А вы пока напишите в комментариях, пользовался кто таким способом. Рабочий ли он? Может быть, мы просто зря тратим с вами время. Теперь берем с вами суперклей. Он у нас на основе этилцианонакрилата. Теперь берем с вами 2 пластинки и попробуем вот так их вместе склеить. И потом на разрыв попробуем, как они себя будут вести. Давайте сейчас немножечко наждачной бумагой подзачистим. Может быть, лучше адгезия будет. И вторую пластину также. Нанесем нашего состава. Насыпем. Все делаю, как рассказывали. Вот так. Наносим суперклей. Так. И прижимаем второй пластиной. Вот так вот. Главное, чтобы пальцы не склеились. Также по бокам сейчас засыпем вот эти пустоты. И прольем немножко клеем. С другой стороны поступаем аналогично. Все, и оставляем это подсохнуть. Ну, как и говорил ранее, просто обмазку также нанесу на пластину и попробую приклеить. Также зачищаю наждачной бумагой. Нанесу наши обмазочки. Ну, вот так оставим. Также наносим суперклей. Он даже лучше впитывается сюда. И второй пластиной прижимаем. Ну и также наши пустоты заполняем сначала обмазкой, а потом клеем. И также, как первую пластину, оставляем подсохнуть. Ну и как говорили, что сантехники грамотные, что можно вот здесь вот отверстие заделать. Давайте попробуем. Сейчас вот смажем местечко, чтобы у нас не прилипло. И поставим. Остатки нашего вот состава первого насыпаем сюда. И заполняем клеем. Оставим тоже подсохнуть. Все у нас застыло. Сейчас прям при помощи ушеем зачищу. Прям немножечко. Слушайте, ну плотное такое. Даже не выбивается. Ну, вот так вот вроде бы держит. Для заделки отверстий, смотрите, годная штука. Так, убираем все в сторонку. Берем нашу вот первую пластину. В общем, нашу пластину зажал в тиски. Взял весы, чтобы нам можно было посмотреть, сколько килограмм и все-таки сколько выдержит килограмм. Так, вот у нас пошло.
Ну и давайте, смотрите, килограмм, 2 килограмма, 3 килограмма. Так, пластина гнется. Ну, то есть вот так вот. Как ее сделать? 5 килограмм, 7 килограмм, 11 даже, да? 13. Дальше не могу, просто пластина изогнулась. Слушайте, ну пока мне нравится результат. 13 килограмм выдерживает. О, смотрите, как пластина гнется. Вот начал немножко отходить. Ах! Ну вот так вот она, в общем, с трудом, с большим трудом, на изгиб уже я смог все-таки свернуть. Ну, 13 килограмм выдерживает. Результат, в принципе, неплохой. Теперь берем пластину, просто обмазка рутиловая. Вставляем в тесочки. Вот так я поближе, чтобы меньше гнулось. И берем с вами весы. Так, обнуляем. Все, погнали. Смотрите, гнется пластина, но никак. Но здесь меньше. Я даже не заметил сколько. То есть здесь эффект хуже. Смотрите, таблетка анальгина помогает, выручает. Вот разница какая. Видите, как здесь все гладенько. Оторвалось на слабом месте. В общем, друзья, смотрите, какой результат, да? Это вот с таблеткой анальгина. Может быть, с ацетиловой еще было бы лучше. Но с анальгинчиком вот как получилось. То есть держит гораздо лучше, нежели чем просто с обычной обмазкой. Она просто стала, смотрите, какая гладкая. Как заполнение, может быть, да. А так, как склеивать металл, так, конечно, не получится. В общем, друзья, у нас получился с вами вот такой вот способ. Если вам понравился данный выпуск, обязательно ставьте палец вверх. Пишите, каким клеем можно склеить вообще металл между собой, кроме сварки, болтового соединения. С чем можно это все склеить. Напишите обязательно в комментариях. Ну, вам же всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.